Итак, друзья, сегодня я рассказываю вам про редис. Вот весь ассортимент редиса, который я сегодня буду сеять. Значит, смотрите, сразу хочу вам сказать, что для получения первого урожая в теплице вот этих зеленых культур, все культуры, посмотрите, у меня здесь и укроп, и кориандр, редис, берем ранние либо среднеспелые сорта, чтобы успеть их собрать до того, как мы высаживаем культуры. Среднеспелые сорта мы сажаем по краю, ну, либо там, где они не будут нам мешать, чтобы потом высаживать основные культуры. А ранние сорта и гибриды мы можем сажать прям вот на всю грядку, это будем делать. Все прям сплошняком я буду засаживать редисом. И к середине апреля мы весь этот урожай соберем. Итак, теперь о редисе. Значит, сорта, которые я выращиваю давно и рекомендую вам, это Сора, великолепный сорт, получается очень крупный, вкусный редис, без горечи, даже с небольшим сладким акцентом. Самое главное, что он сочный и не растрескивается, и хорошо хранится. Редис Сора выращиваю уже не первый год. Дальше. Редис Сакса. К сожалению, у меня нет пакетика, но он очень похож тоже на Сору. Посмотрите. Ранние среднеспелые сорта. Даже не обязательно брать гибриды, сорта тоже не будут стрелковаться у вас в теплице. Все будет прекрасно. Редис Сакса, вот такая, тоже выращиваю не первый год. Получается крупный, сочный, не острый. И самое главное, что он не растрескивается. Дальше из тех, что я давно выращиваю, это Дуро Краснодарская. Вот такой кругленький редис. У меня он есть как вот в таком пакетике, поэтому показываю, как он будет выглядеть. И вот в таких пакетиках я уже покупаю. Это среднеспелый, поэтому редис Дуро Краснодарская я сею по краю грядки. Сейчас вам расскажу, как все планировать. Оставайтесь на канале, не переключайтесь. Я расскажу, где и как посеять, чтобы потом не мешало все это основным культурам. Итак, Краснодарское Дуро тоже вам рекомендую. Высокая урожайность, не растрескивается, хорошие вкусовые качества и легкость. Дальше. Редис 18 дней. Также сейчас появился редис Ажур, называется. Это все одного, так скажем, поля ягода. Он очень ранний. Но хочу сказать, что плоды не бывают сильно крупные, большие. То есть, смотрите, редис Сакса, Сора, Краснодарское Дуро я сажаю именно из-за крупных больших плодов. Такие сорта и гибриды, как, например, вот 18 дней, ну, он же Ажур, фиолетовый король, так, и еще вот такой редис, желтый Злата. Это не очень урожайные сорта, но я их сажаю для того, чтобы мне было красиво. То есть буквально вот они у меня по одной пачечке, для того, чтобы разнообразить тарелку, так скажем, с редисом. Посмотрите, вот еще такой чемпион. Это раннеспелый. Вот такие вот вытянутые плодики, тоже очень красивые. Тоже рекомендую. Хорошая урожайность, хороший вкус. Я стараюсь не выращивать острые сорта редиса, потому что нам они не очень нравятся. Дальше. В этом году я буду пробовать первый раз вот такой редис охотский. Он, мне кажется, очень похож на Сору. Во всяком случае, по внешнему виду. Посмотрим, что с него выйдет. Это не проверенный еще сорт. Это у меня на, так скажем, эксперименте. На эксперименте у меня в этом году редис Парад. Вот такой. Причем, посмотрите, два пакетика. И на одном он красный, а на другом оранжевый. Что очень странно. Посмотрим, какой он будет на самом деле.
А вот такие редисы я вам не рекомендую сажать в теплицу, потому что они очень долго созревают, запрягают, и с них вы не получите хороший результат. То есть придется их собирать в маленьком совсем состоянии, потому что они долго растут. То же самое относится к красному великану. Причем тоже, смотрите, красный великан почему-то один длинный, но они указали, что этот крупный. Я буду сажать буквально немножко по стеночкам теплицы грядок, чтобы они мне не мешали и дальше могли расти. А вот мечта Алисы, вот этот вот редис, я хочу попробовать посеять дома. И у кого нет огородов, я приглашаю вас присоединиться, подписаться на канал, присоединяться ко мне, потому что я буду показывать вам, как сделать огород на окне. Будем вот с этим редисом тоже экспериментировать. Итак, друзья, сеем с вами редис. Посмотрите, я сделала бороздки, не глубокие, буквально 1 сантиметр глубиной. Теперь эти бороздки я обязательно прохожу вот так тыльной стороной руки, чтобы утрамбовать их, для того, чтобы не провалились мои семена. Вот так прохожу, потому что почва очень рыхлая у меня. И может так случиться, что семена глубоко провалятся, и затем им сложно будет взойти. Когда мы сажаем на ранний урожай редис, то, конечно, не надо его сильно заглублять, он и так прекрасно взойдет. Дальше я начинаю посев вот с этого, с 18 дней, ажур и краснодарское дуро. Что хочу сказать. Значит, для того, чтобы вырастить крупный редис, не нужно его загущать. Редис не любит загущение. Между бороздками я делаю расстояние в 10 сантиметров. Ну вот смотрите, вот у меня расстояние, вот это как пакетик между бороздками редиса. А между самими редисами где-то 2-3 сантиметра буду делать, раскладывать семена именно так. Так, давайте начнем с 18-дневного. Так, ну как видите, я делаю все руками, без перчаток, я так люблю. Можете взять досточку, с досточкой пройтись вот здесь вот. Ну вот я делаю как удобно. Посмотрите, 18 дней редис. Вот такой он крупный, хорошие семена, без всякого мусора. И беру, начинаю раскладывать по одному семечку. Раз, раз, раз. Хочу вам показать семена редиса Сора. Посмотрите, они всегда очень хорошего качества. Но в частности у меня сейчас производитель Аэлита. Но неважно, вот почему-то, видимо, производители, которые делают их, всегда они в обработке. Вот такие вот крупные, без всякого мусора. Друзья мои, я вам сегодня рассказала о редисе, о тех сортах и гибридах, которые я буду выращивать, и почему я выращиваю те, которые уже не один год у меня на вооружении. Еще все это есть в продаже, поэтому вы можете купить в теплицу, вы можете выращивать, в теплицу высаживать ранние спелые сорта. До конца марта можете высевать, потому что вы еще успеете собрать эти урожаи до высадки основных культур. Но потом будем уже на улице выращивать все это. Если вам этот ролик понравился, ставьте лайки, присоединяйтесь ко мне, будем выращивать урожай вместе.